Всем привет, друзья! Из-за постоянно возникающих вопросов, а как же поиграть в Warcraft 3 по сети после закрытия Гарены, я решил сделать этот гайд. Его производство заняло у меня немало сил и времени, поэтому, если не сложно, пожалуйста, поставь лайк, подпишись, скинь видос друзьям, всем котяток. Теперь, собственно, к делу. Самый простой вариант – купить Reforge. Reforge? Да, Reforge, где постоянно вылеты, баги, проблемы с производительностью, отсутствие ладдера до сих пор и хоть какой-то деятельностью от близов. В чем плюсы? Опять-таки, это просто. Заплатил 1300, скачал, установил и играешь. Да и игроков там немало. Правда, из СНГ мало людей, в основном все европейцы. Минусы. Качаешь 30 гигов, а именно столько у меня весит Reforge. Никакой оптимизации. Даже на старой графике игра работает куда хуже, чем оригинальный Warcraft. Нет реконнекта. У тебя и нет подлагнул на полсекунды, тебя выкидывает. Работают далеко не все старые карты, новая убогая озвучка, сравнение со старой в описании, благо ее можно пофиксить. Не работает AMD Fidelity FX, об этом позднее, в старом варике он работает. Второй вариант, именно которым я и пользуюсь на своих стримах, Radmin VPN. Эта программа очень похожа на старую добрую Гарену, только намного удобнее. Там приходилось слогиниться. Ты мог зайти только в одну руму, иногда зайти в нужную комнату было крайне сложно. В Радмине же все намного лучше. Один раз установил, зашел в нужную сеть и просто забыл про его существование. В любой момент зашел просто в варик и поиграл. Минусы. Там нет ни хостботов, ни народа. Почему так? Для меня секрет, ибо Гарена-то пользовалась большой популярностью, хотя закрылась она, конечно, не просто так. Видимо, уже просто тренд ушел. Как ей пользоваться? Скачивайте по ссылке в описании, устанавливаете, запускаете, выбираете нужную сеть. Для игр со мной создал отдельную сеть, название TOS Force Warcraft, пароль 6 единиц, вот и все. Теперь просто запускаете Warcraft, локальная сеть, и там или подключаетесь к созданной игре, или создаете сами нужную карту. Мы играем на 1.26 варике. Моя сборка в описании. Расскажу о ней чуть подробнее. В ней есть FogClicker, программа, которая выдает сообщение о том, что кто-то кликнул в туман войны. Грубо говоря, палец читеров. Есть DLL на карты больше 8 мегабайт. Есть программа для тех, у кого проблемы с производительностью даже со старым Warcraft. MagPi, извиняюсь за свой английский, через технологию от AMD Fidelity FX. Не буду долго говорить о ней, если вам интересно, можете сами найти об этом информацию, но если коротко. Она поднимает разрешение игры без сильной потери качества. Например, вы запускаете Warcraft в 720p и апскейлите его до 1080, при этом изображение остается почти таким же, а количество кадров вырастет значительно. Как этим воспользоваться? Запускаете программу MagPi, ярлык на нее в папке со сборкой. Горячую клавишу я советую поменять, например, на F12, как у меня. Остальное выставляем как на видосе. Также советую в настройках добавить программу в автозапуск. Сворачиваем, запускаем Warcraft через ярлык Frozen Throne в окне и теперь нажимаем F12. Игра растягивается до размера вашего экрана. Но все это зависит от разрешения вашего монитора. У меня, например, 1080. Мне легко поставить 720 в самой игре, но если у вас другое разрешение, во избежание черных полос надо поставить в игре разрешение с таким же соотношением, как и ваш монитор. Картинку с разрешениями и соотношениями вы можете видеть на экране. Советую самим поэкспериментировать с настройками изображения, чтобы добиться оптимального для вас сочетания производительность-качество. Также хочу заметить, что эта программа работает на большом количестве игр. Например, как выглядит Айзек с этой программой мне нравится куда больше, чем в оригинале. Или вы можете так попробовать запустить Ведьмака или Киберпанк. Если у вас раньше были неиграбельные 10-15 кадров, то, возможно, у вас будет уже вполне удобоваримые 30. Но, к сожалению, на данный момент это не работает на Reforge. Сама игра показывает огромное количество кадров, но фризы там такие, что играть просто невозможно. Третий способ, довольно популярный, IrinaBot. Плюсы. Много хостботов, много в целом созданных игр, немало людей, есть реконнект, есть команды. Минусы. Очень неприятно хостить карты самому. Чтобы попасть в карту, нужно запустить программу и выбрать в браузере нужную карту. Туда-сюда сворачиваться,
А также у меня, например, антивирус ругается очень на файлы Ирины. Как играть? Заходите на сайт бота, логинитесь, проще всего через Discord. Потом нужно скачать Irina Connector. Это программа, которая соединяет ваш варик с ботом, разархивируете архив куда-нибудь и запускаете сам коннектор. У меня он, например, лежит просто на рабочем столе. Потом на сайте бота выбираем нужную игру, жмем на значок геймпада, возможно не сработает с первого раза, и теперь вы увидите этого хоста в Warcraft. Как создать самому? Кнопка «Создать игру», вводите название карты, название файла, а не как отображается в Warcraft название, и кнопка «Создать». Если нужной карты нет в пуле карт бота, есть кнопка «Загрузка карт». Как ей воспользоваться, думаю, вы сами поймете. Четвертый и пятый способы – iCap и UseGame. Тоже довольно любопытные и интересные решения. У них есть своя аудитория, свои интересные фишки. Например, голосовая связь в игре. Но так как я ими долго не пользовался, подробно рассказывать о них не буду, в избежание каких-то неточностей. Да и затягивать видео не хочу. Если хотите отдельное видео и о них, оставляйте комментарии об этом. И если их будет достаточно и хотя бы 100 лайков наберется под этим видео, я постараюсь осветить для вас эту тему. На этом всем спасибо за внимание. Надеюсь, данное видео кому-то было полезно. Если вы знаете еще какие-то популярные способы поиграть в Warcraft, пишите об этом в комментариях. Возможно, я расскажу и о них. А раз вы досмотрели видео до конца, значит вы явно заинтересованы, чтобы играть в старый добрый Warcraft. Поэтому подписывайтесь, ибо я играю почти каждый день со зрителями, примерно с 18 до 23 по МСК. Всем лучей бобра!